посмотрите, какая вокруг красота. Русская усадьба. Не очень хорошая погода, холодно, а я еду на кабриолете. Ну и что трактор? Я еду? Еду. Крыши нет? Нет. Ну, значит, кабриолет. Я еду по Белой даче. Вам это название что-нибудь говорит? Ну, смотрите сами. Дом белый – белый. Дом небольшой – небольшой. Значит, дача белая. Логично? Логично. По полям синий трактор едет к нам. У него в прицепе перекличка по именам. А ну-ка, малыш, давай-ка отгадай, кто же везет нас на Беломор-канал? А вы масло на своей ласточке, птичке, кормилице уже поменяли? И я нет. А как это сделать выгодно и чтобы еще и денег сэкономить? Правильно, зайти на сайт автоспот.ру. Причем теперь еще и мобильное приложение появилось. Скачиваете его себе на телефон и всегда под рукой все цены и скидки на плановые работы. Масло, фильтры и прочие моменты. А главное, еще и гарантия сохраняется, если на машине таковая имеется. Поскольку все работы выполняются у официальных дилеров и проверенных сервисов, а экономия достигает 60%. Согласитесь, неплохо. Так что заходим на сайт автоспот.ру. Я лично так и делаю. И экономим. Ссылка в описании. Блин, еще бы двигатель помыть. Ну что, Федя, надо сегодня поработать. Надо показать мощь своих 20 лошадиных сил. Надо, Федя, надо. Федя, он же Федор Петрович, он же Фордзон Путиловец или в девичестве Фордзон F. Легендарный трактор. Его изобретение растиражировано на почтовых марках, открытках, плакатах. Он стал таким же символом нашей эпохи, как Любовь Орлова в кино или Буденовка в качестве образа Красной Армии. И сегодня я расскажу, откуда он такой красивый взялся. Откуда? Из-за океана, стараниями великого и ужасного Генри Форда. Причем потенциал молодого советского государства рассмотрел только он. Акционеры дружно сказали, никаких тракторов компания Ford выпускать не будет и точка. Тут бы все и закончилось, но нет. Генри создает компанию Генри Форд и сын, которая затем сократилась до Форд Сон. А стараниями выпускников Рязанского ремесленного училища путем лютой транслитерации вовсе стала Фордзоном. Ладно, не рязанским, ленинградским, могучий тракторный ручеек потек из Америки на берега Невы, в стены завода «Красный Путиловец». Знаете, чем отличались первые трактора, пришедшие в Россию в 1923-м, от тех тракторов, которые выпускались в Ленинграде в 1932-м? А ничем. Тут сработал принцип буханки. То, что сделано хорошо изначально, не надо менять. Шутка. Нехорошо он был сделан изначально. Точнее, в нем была сделана одна отличная вещь, которая заложила принцип тракторостроения, а именно безрамный остов, то есть двигатель, коробка передач, сцепление и задний мост в сборе и становились рамой для трактора, хребтом.
А уже на нее навешивалось все остальное: бак, колеса, сиденье, руль, все. Но прежде чем я начну обуздывать 20 лошадиных сил, приводить в движение огромные колеса и не травмироваться ими же, давайте вернемся в начало, в ревущие 20-е. Вот только если в Америке они ревели джазом и синематографом, то в Советском Союзе в фаворе были пятилетки в 3 года. Не менее ревущие. Первые американские трактора на поля в колхозы и совхозы не попали. Они отправились под нож советских инженеров. Трактора разбирали до последнего винтика и знакомились с конструкцией. Основная движуха пошла в 24 году. Да, отверточная сборка буржуйских машин. Учились как могли. Собрали первые 24 фордзона-путиловца. Поэтому в первые годы на колхозные поля шли в основном американцы и немного наших. Для понимания соотношения, в 1925 году из Америки было вывезено 12 тысяч тракторов, а через проходную красного путиловца выехало 422 трактора. Впрочем, с каждым годом количество условно наших тракторов увеличивалось, и последний год выпуска, 1931, было сделано 12 тысяч путиловцев. И вот передо мной один из них. Синий, колеса красные, сиденье железное. Красавец, одним словом. Кривой стартер присутствует. На решетке радиатора не фордзон какой-нибудь буржуйский, а самый что ни на есть наш революционный красный путиловец написано. Прекрасный образчик примитивного тракторостроения, который, кстати, определил вектор движения всего мирового тренда. Почему примитивного? Да потому что двигатель здесь самый что ни на есть классический для своего времени. Карбюраторный, 4-тактник, 4 цилиндра и водяное охлаждение. Он идейно похож на что? Правильно, на двигатель от Форда Т. Без всяких насосов и помп. Охлаждение термосифонное. Это когда горячая вода заменяется холодной путем воздействия на нее физических законов. Горячая вода поднимается вверх, холодная опускается вниз. Вот вам и циркуляция. Кстати, хорошо не знать физики, тогда тебя окружает одна магия. Объем системы охлаждения 46 литров, объем бака не бензинового 63 литра. Жрет трактор керосин и делает это в промышленных масштабах. Кстати, керосина в молодой Советской Республике было не так много. В местных Палестинах привыкли заправлять все лиграином, он же белая нефть. Но не суть, именно благодаря фордзонам керосин начал вытеснять лиграин. Все гениальное просто. Топливо к мотору идет самотеком. Масло взбалтывается и смазывает за счет работы кривошипа шатунного механизма лопаточками. Масляный насос тоже нет. Это было приемлемо для легкового автомобиля и боком вылезало для нагруженного тракторного двигателя. Мощность мотора 20 лошадей. Может быть мустангов, но это не точно. Но для трактора весом 850 килограммов этого вполне хватало. Я сейчас вам покажу свою коллекцию. Никому не показывал, вы первые. Знаете, сколько у меня продукции ВМП Авто? Тут одних Валер на все случаи жизни Валера. Лучшие помощники во всех жизненных ситуациях. О, даже смазка имеется. Смазка для монтажных труб, а вы о чем подумали? Но особенно меня радует подборка масел. Как коллекция. Вот, скажем, нулевочка В20 с допуском SP. Новиночка. Я, конечно, повторюсь, но масло, которое работает 1000 километров. А почему? А потому что на ПАО. Производится в Питере и не имеет подделок. Защищает мотор от замены до замены. С ним и притопить можно молибденовых присадок от души в составе. Повторил прошлую интеграцию слово в слово. А почему? А потому что повторение – мать учения, а не учение тьма. Бегом по ссылочке в описании, читайте, учитесь. Промокод присутствует. Но переходим от слов к делу. Сейчас будем оживлять этого старого коня. Борозды-то нам сегодня не портить под чутким руководством волшебников из Симонов Моторс, которые и привели этот трактор
до игрушечного состояния. Ну что, Сережа, давай рассказывай, как? Краник открывай. Ну и звук. Так. Ручку надави внутрь и крути. И все? Мотор может работать на любой горючей жидкости, хоть на спирте, но запускается изначально на бензине. Запустили, прогрели 5 минут, а потом переводите на любую жидкость, которая горит. Что сразу вводит в недоумение трехступенчатая КПП, которую нельзя переключить. Какую передачу воткнул, на той и едешь. Хотя для трактора, наверное, это нормально. Редуктор заднего моста или, если правильно, главная передача – червячная с дифференциалом. Кстати, этот узел был уникален, и товарищ Форд его запатентовал. Его главная особенность состоит в том, что в производстве он очень недорогой. Но это та самая деталь, которая чаще всего выходила из строя. Что мы тут не видим? Педали тормоза. У Фордзона ее нет от слова совсем. Педаль сцепления и педаль тормоза – это одна и та же педаль. То есть чуть-чуть надавил – это сцепление, посильнее нажал – это тормоз. Но хотя этому трактору педаль тормоза и не нужна, наката нет совсем. Еще до установки помпы на двигатель, это будет позже, мотор часто перегревался и выходил из строя. Коленвал проворачивался, а вкладыши были в нем бобитовые. В общем, непонятно, кто на ком больше пахал, тракторист на тракторе или наоборот. Еще одним из серьезных недостатков этого трактора, по воспоминаниям, называли ничем не закрытые задние колеса. Они любили орошать грязью тракториста с головы до ног, а иногда и наматывать его же на себя. Поэтому установка крыльев была, так сказать, колхозным тюнингом, а может и заводским, я не ведаю. Уши закладывает, но не от скорости, а от грохота. На первой передаче скорость 2 км в час. Вот я сейчас на ней тащусь. На третьей передаче, примерно 10. А еще трактор обладал такой возможностью, способностью. Если во время пахоты вы плугом цеплялись за пень или за камень, трактор сразу же вставал на дыбы, как дикий мустанг. Всего за 10 без малого лет производства за ворота завода «Красный Путиловец» вышло более 36 тысяч машин, плюс около 40 тысяч зарубежных машинокомплектов. Однако в 30-м году начал работу Сталинградский тракторный завод, который строил более мощные СТЗ-1530, у которого своя не менее интересная история появления в стране. И он стал основным трактором сельского хозяйства. Все переживания и неудобства – это взгляд из сегодняшнего дня. В те годы люди сделаны были по-настоящему из камня, а эта техника реально помогала поднимать сельское хозяйство нашей страны. И никто не роптал, а радовался. На сегодня смена закончилась, но охота продолжается.
Вашу ж мать! Что это такое? Уши закладывает. Но не от скорости, а от грохота. Кстати, на первой передаче скорость примерно 2 километра в час. На третьей чуть более 10. И, по-моему, мы сейчас заглохнем. Да, мы заглохли. Симонов!